Polar Verify. У меня этот датчик уже целых 2 года почти что. Пользую я его регулярно. Регулярность примерно такая. Я как практикующий триатлет и тренер, наверное, использую его 5 раз в неделю. Я его использую, получается, по часам. Да, получается 8 часов в неделю примерно я его использую. При таком режиме примерно 2 недели как будто бы хватает его. Может даже как будто бы больше иногда. Да. Впечатления в целом хорошие. Сейчас покажу вам. Будет сравнение сегодня. Обязательно покажу вам, как он прицепляется на плавании. Сравним его в плавании с очками форм. Когда пульс с виска берется, с другого виска будет вот Polar и часы Garmin будут. Вот. Посмотрим, как он покажет пульс. Это интересно будет. На беге тоже покажу. Ну и на велок использую, да. В целом уже ремешок сам уже такой немножко уставший, но несмотря ни на что, рабочий. Несмотря на то, что там аккумулятор супер маленький, он как-то работать продолжает. Плаваем мы в бассейне, которому уже почти около 100 лет. Называется Ядран. Так он со стороны выглядит. Покажу, как внутри. Мой друг Лука предлагает мне постоянно зимой, весной и осенью прыгать сюда после бассейна. Но я как-то не хочу, что-то холодно. Мои приготовления к плаванию. Задание на телефоне. Виджет Смит. Тут текст. Я вот так вот листаю. Снова так. И все это текст. Чехольчик обязательно. Посмотреть задание на телефоне. Много углеводов. Почти форм. Так выглядит уже уставший Polar. Вытаскивается вот так вот. В комплекте есть вот такая вот штучка. Вставляем датчик сюда. Вот такая. И на ремешок. Чтобы так было. Но я слушаю музыку во время плавания, потому что иначе скукотища. Это самые простые наушники сезона. Обязательно на пульсометре выбираем режим. Вот мы включили, выбрали режим плавания. Оп, опа, все, режим плавания. Чтобы они самостоятельно определяли плавание и записывали его. При этом нужно будет убедиться обязательно, что он прилегает, как и здесь должен прилегать. Шапочка, чтобы не мешала. Так и здесь. Ну, если у вас на очках, если будете только это пользоваться, не будете, как я, как придурок, и то использовать. Ну вот, короче, вот здесь он прилегает, вроде все в порядке. Все. Так, на часах сейчас я запущу тоже плавание и обязательно ремешок потуже. Закончил. Так, здесь выключаем только. Итак, ну что, подход 2, да, как выглядит датчичек на велостанке. Ну, все просто. Берешь его, надеваешь. Собственно, я его вытащил из насадки для очков для плавания. И, собственно, надел таким образом. Вообще, мне кажется, его даже на ноге можно носить. И там круто, что датчики в этом, ты как бы в нем можешь выбирать режим плавания, также режим какой-то активности. Потом ты выберешь активность Polar Flow.
и режим сохранения, да. Ну, на станке все просто, ты подключаешься. И вот так вот я тренируюсь. Я снимаю часы, видите, загар. И, собственно, просто с вот этим датчиком. Вообще круто, что можно с этим датчиком можно жить вообще и тренироваться. Тебе вообще ничего не надо. То есть тебе часы не нужны. Если ты хочешь точно знать свои данные пульса, хотя, ну это для всех, не для всех, оно надо. Вот, этого достаточно. Это круто. Вот. Я так думал, даже если, допустим, не будет часов, представим на секунду, то по идее все есть, что у тебя, все, что тебе нужно в этом датчике. Ну там бег и вело. Ну, нужна ли тебе скорость, мощность, темп, да? Моментально, понятно, ты пульс не увидишь. Но если ты плюс-минус занимаешься, ты уже делал же тесты, ты же понимаешь, на каком темпе, на какой скорости что у тебя. На велосипеде ты, может быть, не поймешь, но там по дыханию понятно в целом. Ну, как и на плавании, да, тоже. Поэтому пульс прикольный, что можно все трекать в целом и не заморачиваться. Может быть, даже какой-нибудь, прикиньте, профессиональные атлеты, которым в моменте ничего смотреть не надо, им дал датчик, надел, они весь день тренируются, потом забираешь, данные загружаешь, сохраняешь, все. По-моему, так и делают с этими системами. Есть же у Polar целые системы отслеживания за атлетами, за группой атлетов. Там же они применяют вот эти штуки все. Как раз таки. Там чуть ли не в режиме реального времени. Ну, с других датчиков можно это все наблюдать. А может быть и с этих тоже. Кстати говоря, на очках форм тот же самый датчик по сути используется. То есть раньше был Polar OH1 такого варианта, да. Можно было, кстати, его взять, когда я выбирал. Ну и новый вот этот вот. Но датчик там один, суть, смысл, да. И форм просто сотрудничают с Polar, и они смогли уместить датчик этот висок, грубо говоря, переформатировать немножечко его. Вот и все. Вот такой вагончик у нас здесь. Вагон-ресторан. Ресторан, но вагон. Пока в горку забегаю, расскажу. Сейчас вышел на бег, просто лонгран. Включил датчик на сохранение тренировки. Отвязал от часов. Ну и сравним сейчас часы, как записывают пульс и как датчик отдельно. И сравним. Короче, сделаю в конце несколько ускорений для вас специально, чтобы скачки были. И посмотрим, как сопоставляться будет. Вот. А так, вообще датчик записывать. Так вообще датчик, ну, мне вот, я его на длительную пробежку не надеваю. Мне достаточно часов. Они, понятно, не точно, но я знаю, что примерно лонграйд у меня, лонгран по 5 минут примерно. 5, 5:20, 5:30. Иногда 6 могу, если совсем что-то. Вот, поэтому это не обязательно, не критично, короче. Вот. Поэтому бежим. Вот такой вид там. Бежим. Вообще к нему нареканий у меня особо нет, хотя сейчас много есть аналогов, мне кажется, китайцы научились делать такие же. Я думаю, они плюс-минус нормально себя показывают. Мне чем удобнее конкретно этот датчик, на груди менее комфортно ощущается. Ну и неудобно вот на плавание. Я ни разу на триатлон не надевал на старт на плавание этот датчик. Как бы уже там на вело я его надеваю, но это тоже время. Если нагрудный под гидриком и трясю, там удобнее. Не знаю, по идее на плавание это тоже можно надеть и не париться. Но я что-то ни разу так почему-то не делал. Итак, друзья, смотрим теперь графики, как у нас показывает. Видим, что график верхний, вот я сделал его немножечко прозрачным. Мы видим, что он ровный, да, это от Polar. Такой же датчик, как и на форум Google's. И, соответственно, вот они как будто бы близко похожи. Ну, понятно, это один тип датчиков, они с виска. И смотрим на часы Garmin. Часы как будто бы самые нестабильные, да, особенно вот здесь вот в конце 160 ударов.
а вот здесь вот вообще даже и близко нет такого. Но при этом есть период вот отдыха. Если наложить, например, вот этот график на этот, сейчас я прозрачность уберу, мы посмотрим. Ну вот как-то вот так вот, если, да, что-то похожее, видите, да? Есть провал вот здесь вот похожий, то есть где опустился, но вот здесь вот набор вообще кривой. То есть Garmin он точно не показывает. Хотя мне иногда в целом хватает для ориентирования. Я в основном делаю вот так вот, да, подкладываю, и в целом меня это устраивает полностью. Пальцами за минуту смотрю. Вообще наличие датчика на плавании, пловцы все без датчиков плавают прекрасно, и проблем никаких нет. Вот. Поэтому здесь, ну вот как-то так. Форум, ну понятно, это идеал какой-то. Точно, вот здесь вот, ну прям хорошо очень совпадает. Ну, что тут, один и тот же, да, считай, как бы датчик почти идеальный, все. Вот, поэтому если хотите данные по пульсу ориентироваться, то берите очки форум. Хотя, опять же, я, например, я только на какие-то, либо на старте, где я в интенсивности, ну, короче, не уверен, но иногда я уже сейчас не заморачиваюсь, потому что интенсивность плюс-минус, короче, чувствую. Но вот на темповых отрезках, например, я беру и надеваю очки форум, и в них плыву, и в целом-то норм. Как бы мне понятно, что показывает, какой я темп удерживаю. Пульс это просто удобнее. Хотя я приноровился сейчас и на часах, да, то есть если, как и на беге, как и на велосипеде, если я знаю темп, там, скорость, мощность, какие-то показатели такие, скорость и мощность позволяют мне адаптироваться. Я понимаю, что темп у меня, например, такой-то темп, да, там 1.50, например, на 800 метров, да. Я просто во время каждого разворота на часы поглядываю, и все, этого достаточно. Поэтому очки, ну, такое. Если вы хотите четко контролировать и вас это беспокоит, то, может быть, и можно. Ну, если, как говорится, ляжку жгет, вот, пожалуйста, можно. В целом, на старте полезно. Особенно ответственно, например, на железке. Вот неудобно, конечно, с ним было, что я видел сразу пульс и понимал. Потому что там все это такая, как бы, дыхание спирает или что еще, ошибаешься. Ну и сразу же вот на беге, это что было у нас, да, напомню, 22 километра у нас было, и одновременно запустил Polar и часы Garmin. Проблема, что в часах Garmin была включена автопауза, поэтому он не точно совпадает один с другим график, но зато в целом-то получилось плюс-минус точно. Для спокойных тренировок часов вообще достаточно. Прям я скажу, с большим запасом. То есть вот, видите, ну вот они. Я сделал 3 ускорения в горку. Вообще все прекрасно совпадает почти что. Где-то совпадения, ну, короче, кривые совпадения, объясню еще раз, из-за того, что я автопаузу на часах не выключил. Ну, смотрите, вообще неплохо. То есть часы Garmin спокойно, если вполне нормально. Хотя на интервалах часто у меня бывает, что криво показывает. Я бегу, знаю, что пульс 170, но он показывает там 145-150. В зависимости от того, как попадают тоже, да, там четко-нечетко закреплены, может, волосы попали, капли, какие-то грязь, еще что-то. Вот. И то, что получилось в Garmin, то есть мы видим сверху у нас Polar, внизу Garmin, да? Или наоборот, подождите, нет, здесь Garmin, внизу Polar. Вот Garmin, то есть получилось 135 средний, и Polar 132 средний. Вот. Что еще? Max 159 минимум, ну тут тоже мне показывает Max и Min. Но плюс-минус получается вот почти 160, да, его здесь тоже под 160. Ну, как будто его пик вообще ровно показал. Ну, вот такие вот выводы, друзья. В целом с Garmin можно работать, и большего не надо. Если вы, тем более, занимаетесь постоянно, регулярно, понимаете темпы какие-то, то есть все. Можно вообще и без датчика мутиться. Многие тренеры вообще на датчик, как говорится, забивали. Понятно, что датчик в любом случае вещь на ваше усмотрение, да, с часами можно. Но вот покажу 2 примера интервальных тренировок с датчиком Polar Verify без. Да, то есть первое, вот мы смотрим, тут была тренировка 10 по 1000, накладываем отражение heart rate. Понятно, что задержка пульса в любом случае будет. Пульс поднимается через какое-то количество секунд, да, и опускается также. Темп роняется быстрее, понятно, да. И опускается примерно пульс к следующему промежутку. Все четенько, все понятно, да, максимально вот 170, все так, как и нужно было, все четко. Смотрим же 12 по 400 здесь было.
И пробуем также посмотреть, да, в таком же режиме. Здесь без датчика, только на часах. Ну и вообще, ну что это такое? Видно, как будто бы то прилегал, то отлегал, то как-то все неправильно вообще абсолютно. И мне показывает за тренировку средний там пульс. В общем, если вам важно, чтобы часы рассчитывали тренинг-эффект, показывали количество часов восстановления, какой-то тренд, если вы хотите сохранить, да. Если хотите, чтобы после каждой тренировки VO2 Max правильно показывал. Часы должны понять в своей системе координат соотношение пульса вашего к отрезкам, все такое. Ну, средний пульс 132 на 12 по 400, ну такое, сами понимаете, маловероятно. Поэтому датчик на самом деле классный, работает хорошо. По сравнению с ремешками, может быть, он, конечно, может быть менее точный, потому что принцип другой же, да, опять же. Но удобство, конечно, я бы отдал именно этому ремешку. Хотя вот на гонке, например, удобнее именно нагрудный ремешок. Тут, не знаю, тут каждому свое. Нагрудные ремешки, как Polar, так и Garmin, тоже обладают преимуществами. Некоторыми показывают дополнительные данные. И есть те вещи, которые они показывают, а другие не показывают вообще. То есть, например, с помощью Polar H10 можно узнать свои пороговые показатели с помощью программы, встроенной Альфа-1, да, и DHR, что такое называется. У меня на канале есть ролик, на самом деле, можете посмотреть. Там пролистать, типа, как узнать свой пульс, порог, что-то такое, какое-то название будет. Вот. Поэтому датчик, на самом деле, я, тем не менее, рекомендую. Стоит он примерно там $70-80, да, сейчас, может быть, под 100. 2 года уже почти, что он у меня работает без каких-то сбоев. Ремешки у меня бывало, что быстрее отрыгали, если честно. Хотя Garmin ремешок Garmin 3 проработал 3 года. И все в порядке с ним было, но потом в какой-то момент просто отвалился, умер, да. Но вот этот вот, прикольно, что с ним плавать можно, конечно, это такое, ну, преимущество хоть какое-то, да. Ну и, конечно, удобство надевания и снятия его, это, конечно, тоже использование, скажем так. И то, что его заряжаешь, батарейки не нужно туда-сюда сувать, это тоже удобно. И сам он маленький, удобный, легкий, не ощущается. Это классно. То есть бежать, например, с ним вот марафон, полумарафон реально удобнее, чем с нагрудным, потому что грудь немножко сдавливает или он может спадать, еще что-то, да. То есть это, конечно, я считаю классно. Хотя есть некоторые староверы, которые используют нагрудные. Ну, в целом-то и все. Пишите вопросы, я постараюсь ответить. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал. На связи.